Тот двор на окраине города был забыт даже дворниками. Старые качели, с которых давно облезла краска, ржавые турники, покосившийся забор и битое стекло, которое никто не убирал. В центре стоял полуразрушенный фонтан, из которого уже много лет не била вода, а вокруг валялись окурки, пустые бутылки и обрывки газет. Но для тех, кто жил в этом районе, двор был привычным местом. Здесь играли дети, здесь собирались подростки, здесь иногда ночевали бездомные. А еще здесь жила она. Маленькая кошечка, которую никто не называл по имени, потому что никто не считал ее достойной имени. Она появилась здесь несколько лет назад, то ли выброшенная, то ли сбежавшая, то ли потерявшаяся. Она была худой, с вечно взъерошенной шерстью и всегда старалась держаться в тени. Ее мир состоял из мусорных баков, подвальных отдушин и редких подачек от сердобольных старушек, которые иногда выносили ей объедки. Но чаще всего ее дни проходили в страхе. Потому что местные дети, мальчишки лет 70, считали ее своей мишенью. Они собирались во дворе после школы и начинали игру. «Кто попадет в эту блохастую?» Кричал один, и в воздух взлетал камешек. Другие подхватывали острые осколки асфальта, сухие комья земли, иногда даже куски стекла. Кошка металась между машинами, пытаясь укрыться, но дети были быстрые и злы. Иногда камни попадали в цель, она вскрикивала, припадала на лапу, забивалась в угол, а они смеялись. Ей некуда было бежать, двор был замкнутым, и каждый выход перекрывался цепью детей. Иногда взрослые проходили мимо, но лишь пожимали плечами. Играют, ничего страшного. Кошка привыкла к боли, привыкла прятаться, привыкла не доверять никому. Однажды в конце сентября, когда небо было серым, а ветер срывал последние листья с деревьев, во дворе снова собралась компания. Мальчишки, как обычно, начали швырять камни, и кошка, прихрамывая на одну лапу, пыталась укрыться под старым диваном, который кто-то выкинул у забора. Но диван был слишком низким, и она не могла забиться до конца. Камни летели один за другим, один ударил ее в бок, другой в голову. Она закричала, пронзительно, жалобно, так, что даже ветер на секунду затих. Но дети не остановились. Они смеялись, перекрикивались, и один из них, самый старший, прицелился большим булыжником. В этот момент через двор проходил человек. Это был молодой парень, лет 20. Он шел к автобусной остановке, но, услышав крик кошки, снял наушники и увидел картину: детей, окруживших испуганное животное, и мальчика с камнем в руке. Парень не раздумывал, он рванул вперед, заслонил собой кошку и громко крикнул: «А ну прекратили!». Голос был твердым и злым. Дети опешили, камень выпал из рук. «Вы что, совсем с ума сошли? Вы ее убьете!». Парень подошел ближе, и мальчишки, испугавшись, начали разбегаться. Последний, тот, с камнем, попытался что-то сказать, но парень перебил: «Еще раз увижу, позвоню в полицию. От вас одни проблемы». Дети исчезли за углом, парень опустился на колени возле кошки. Она дрожала, прижавшись к земле, ее глаза были полны ужаса. На боку виднелась свежая ссадина, из которой сочилась кровь, а одна лапа была неестественно поджата. Она пыталась шипеть, но сил почти не осталось. «Тихо-тихо, малышка, я не трону тебя», — сказал он и осторожно протянул руку. Кошка вздрогнула, но не убежала, у нее не было больше сил. Он снял свою куртку, аккуратно завернул ее и понес в ближайшую ветеринарную клинику, которая находилась в 2 кварталах. Всю дорогу она не шевелилась, только сердце билось часто-часто, и он чувствовал это сквозь ткань. В клинике врачи осмотрели кошку. У нее был перелом задней лапы, несколько глубоких ссадин и сильное истощение. Ей сделали укол обезболивающего, наложили шину и оставили на ночь под наблюдением. Парень, которого звали Макс, оставил свой номер и пообещал прийти завтра. Он не знал, почему решил помочь. Может быть, потому что сам когда-то был беззащитным, а может,
просто не мог пройти мимо страдания. Но он чувствовал, что не может оставить ее. Следующие дни стали для кошки началом новой жизни. Макс приезжал каждый день, приносил мягкий корм, гладил ее через клетку, говорил с ней тихим голосом. Сначала она отворачивалась, сжималась в комок, но с каждым разом все меньше боялась. Через неделю она позволила ему дотронуться до своей головы, а еще через день взяла корм прямо из его рук. Врачи сказали, что лапа срастается хорошо, и через месяц шину можно будет снять. Макс решил, что заберет ее к себе. У него была небольшая квартира, но он жил один, и компания ей не помешала бы. Когда настал день выписки, Макс пришел с переноской. Кошка, увидев его, не забилась в угол, а подошла к решетке и тихо мяукнула. Это был первый звук, который она издала без страха. Он открыл дверцу, и она, шатаясь на заживающие лапы, шагнула к нему. Дома он устроил ей место у батареи, поставил 2 миски и коробку с мягкой подстилкой. Первую ночь она просидела под кроватью, но на вторую уже вышла и осторожно обошла комнату. Макс не навязывался, он сидел на диване и читал книгу, давая ей привыкнуть. Прошли недели. Кошка начала есть с аппетитом, шерсть стала блестеть, лапа зажила, и она уже могла бегать. Но самое главное, она перестала бояться людей. Она начала тереться о ноги Макса, запрыгивать к нему на колени, урчать по ночам. Она даже научилась мяукать, требуя внимания. Макс дал ей имя – Снежинка, потому что она была такой же чистой и белой в его глазах, несмотря на все, что ей пришлось пережить. Но история на этом не закончилась. Однажды вечером, когда Макс вернулся с работы, он обнаружил, что Снежинка сидит у двери и тревожно мяукает. Она вела его к балкону, где на перилах сидел маленький голубь, у него было повреждено крыло, и он не мог лететь. Кошка не набросилась на птицу, а просто сидела рядом и ждала, пока Макс ее заметит. Он был поражен, она помнила, что сама была беззащитной, и теперь инстинктивно хотела помочь другому. Макс аккуратно взял голубя, убрал в коробку, а наутро отнес к тому же ветеринару. Голубя вылечили и выпустили. А Снежинка с того дня каждый вечер сидела у балкона, словно дежурила, готовая снова позвать на помощь. Прошло 2 года. Снежинка стала пушистой, здоровой и невероятно ласковой. Она встречала Макса с работы, спала у него под боком и никогда не боялась громких звуков, только иногда вздрагивала, если слышала резкий стук. Но Макс всегда был рядом, чтобы успокоить ее, погладить, сказать, что все хорошо. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания!